Что за... С 50 до сотни просто в один миг. Я даже... Эй, что вообще происходит? И вот уже за 90. Летим дальше. 150. 170. 200. 220. 250. Чего? Как так вообще? Сегодня разберем все самое важное про новый Porsche Cayenne. Плюс заглянем к Macan на бензине. И вообще обсудим, что там творится у Porsche. Может, вы уже видели новости. У компании жесткий обвал выручки. Так что куда все катит? Где настоящая проблема? До этого дойдем чуть позже. А пока премьера. Новый Porsche Cayenne. Впервые полностью электрический. Обзор вместе с Томасом на авточувстве. 4К на весь экран, полная версия. Поехали. Да, он еще в камуфляже, но уже видно фирменную световую подпись дневных ходовых. В основе платформа от Macan EV, но ее так перепилили, что теперь сами называют новой, специально для Cayenne Electric. При этом машина сохранила фирменную широкую мощную посадку. Перед вами Cayenne Turbo, топовая самая заряженная версия. И цифры тут реально космос. От 0 до 100 меньше 3 секунд. От 0 до 200 меньше 10. Максималка 250. Это уже чистый уровень суперкара. Колеса тут 22 дюйма, максимум, что можно заказать. Ну и, конечно, будут варианты поменьше. В профиль узнаваемый Cayenne. Но эта версия чуть длиннее бензиновой. Общая длина теперь около 4,97 метра. Колесная база тоже подросла, сзади реально больше места для ног. А буксировать он все так же может. 3,5 тонны для электрокара это прямо мощно. Сзади, скорее всего, будет сплошная световая полоса. Сейчас ее прячет пластиковый камуфляж. Финальный дизайн покажут позже. У турбо есть своя фишка. Аэродинамическая заслонка, которая выдвигается на скорости для лучшей эффективности, плюс диффузор снизу. Но главная звезда тут – батарея. Чистыми 108 киловатт-часов. Это серьезный блок. По циклу WLTP обещают чистыми 108 киловатт-часов до 6 сотен километров. В реальности трасса даст где-то 500, в городе побольше, на автобане поменьше. И вот тут выходит соперник, который может попортить настроение – BMW iX3. У него заявлено аж 800 километров по WLTP. Да, классом ниже, но покупатели электрокаров все чаще сравнивают машины между сегментами. И если можно проехать на 150 километров дальше за полцены, для Cayenne Electric это уже вызов. С другой стороны, характеристики Cayenne сами говорят за себя. Динамика здесь зверская, и зарядка реально впечатляет. Лючок пока не открыть. Архитектура на 800 вольт. Пиковая мощность до 400 киловатт. Причем держится она стабильно на широком диапазоне. Представьте, батарея на 108 киловатт-часов с 10 до 80% заряжается всего за 16 минут. Это уровень лучших электрокаров. Да, есть быстрые конкуренты типа Zeekr 7X, но Cayenne явно в топ лиги. То есть съехали с трассы, взяли кофе и через четверть часа снова в пути с нормальным запасом. Пневмоподвеска уже в базе. Хочешь больше, можно докинуть подруливание задней оси. На малых скоростях колеса поворачиваются до 5 градусов в обратную сторону. Еще одна крутая опция – Porsche Active Ride. Это гидравлика с отдельным насосом на каждом колесе. И кузов остается идеально ровным в любых условиях.
Не сказать, что без нее жить нельзя, но штука реально впечатляющая. Мы уже пробовали ее на Panamera и Taycan. Хотя, думаю, стандартная пневма даст самое живое и естественное ощущение за рулем. Теперь важный момент. Cayenne Electric будут выпускать параллельно с бензиновым Cayenne. И это логично. А вот с Macan накосячили. DVS-версию просто убрали. Огромная ошибка. К этой теме еще вернемся ближе к концу видео. Потому что есть новости о новом бензиновом Macan. И теперь короткий тест зарядки. Мы специально приехали с уровнем заряда меньше 10%. Это новая зарядка от Porsche, очень премиальная история. Посмотрим теперь, сколько времени займет и какой будет пиковая мощность. И главное, как долго она держится. Смотрите, только воткнули кабель и сразу почти 350 киловатт. Пик, который мы поймали, был около 388 киловатт. А сейчас примерно на 50% падает чуть-чуть до чуть меньше 300 киловатт. Но сам пик, вот он был на 45%, 388 киловатт. Но еще важнее, что кривая зарядки держится стабильно. Здесь у нас вышло 12 минут с 8% до 71%. Уже впечатляет. И обратите внимание, мощность все еще держится. Сейчас около 200 киловатт при 79%. Ждем 80%. Мы начали с 8, так что от 8 до 80% это и будет результат. Давайте посмотрим. Сейчас должно прыгнуть на 80. Вот и все. И меньше 15 минут. Ну, чуть меньше 15 с 8 до 80%. Кривая зарядки, пик 388 киловатт. Долгое плато, потом падение до 200. Держалось и сейчас снова чуть меньше 200 киловатт. Так что да, это прямо перевыполнили план, если так выразиться. Поехали. Первый разгон с 0 до 100 на Cayenne Electric. И это еще без лаунч-контроля. Просто с легкого хода. Надо будет потом тайм-код пересмотреть, потому что ощущалось реально безумно быстро. Уже одно это объясняет, зачем брать турбо. Эта тестовая машина нафарширована по полной. 22-дюймовые колеса, подруливание задней оси и система Porsche Active Ride. Даже на обычной пневме Cayenne почти не кренится. А с гидравликой кузов просто железобетонно ровный в любых ситуациях. О, смотри, еще один прототип Porsche. И еще один. Похоже, вместе с кроссовером будет и Cayenne купе. Всегда кайфово ловить такие тестовые тачки на дорогах. Сейчас едем по загородке, скорость 100 км в час. Active Ride держит кузов четко вертикально. Рулежка ровно такая, какую ждешь от Cayenne. Честная и прямая. Мощности с запасом, а в Sport Plus включается имитация звука. Если слышите лишние пиканье, это не машина, а замерочная аппаратура в багажнике прототипа. И вот главное. Cayenne Electric не только выглядит как Cayenne, он и ощущается за рулем точно так же. Батарея добавила веса, но она же опустила центр тяжести. Получается компромисс. Лишние килограммы против стабильности. В повседневке массу не замечаешь. Только на треке или в очень жестких виражах она даст о себе знать. В Sport Plus подвеска садится ниже и становится жестче, как обычно. Но на ровном асфальте комфорт никуда не делся. Active Ride глотает неровности и держит баланс. Скоро посмотрим, как 22-е колеса справятся с нашими реальными дорогами. Я бы мог рвануть затем Cayenne купе впереди, но давайте по маршруту. Из поворота он стреляет моментально, и при этом чувствуешь легкость и податливость, несмотря на почти 5-метровую длину. Подруливание задних колес реально делает ощущение, будто база короче,
особенно на малых скоростях. Но и всегда можно вернуться в нормал. Когда отключаешь имитацию звука, подвеска ощущается чуть мягче. И если для вас в приоритете комфорт, не берите 22-е колеса. Лучше взять поменьше. Дополнительный слой резины даст больше амортизации. А теперь сравнение. Вроде Cayenne Electric крупнее, чем Macan Electric, но за счет отзывчивого руля, заднего подруливания и Active Ride. Он в повседневке совсем не ощущается большим. Конечно, если крутить его в ноль, размеры выдают себя. Но в обычной езде, даже в городе, он едет легко и приятно. Легкое движение рулем, и машина тут же реагирует. Спереди руль из микрофибры с фирменной меткой в 12 часов. Полный интерьер пока под эмбарго показывать нельзя. Но кое-что уже известно. Мультимедиа будет с изогнутым дисплеем. Форма интересная. Нижние элементы ближе и удобнее, верхние всегда в поле зрения. У других брендов экраны гнут. Наоборот. А тут он как будто повторяет интерфейс смартфона. Выглядит современно и при этом не отвлекает от вождения. И знаете что? Cayenne Electric дарит минимум столько же удовольствия, сколько Macan с ДВС. Мне нравится. Может, даже больше. Да, звук атмосферного V8 ничто не заменит. Но вот прямо тут едет Cayenne Coupe S с бензиновым мотором. На трассе поставили шоу-кары для сравнения. Даже в городском слаломе Cayenne с Active Ride держится идеально ровно, кузов вообще не двигается. Для кого-то это может показаться даже странным. Машина будто идеальная, слишком, прямо как из видеоигры. А если хочется более естественных ощущений с легкими кренами в поворотах и меньшим вмешательством электроники, стандартная пневмоподвеска подойдет идеально, она адаптивная. На высокой скорости опускает кузов, в нормал остается комфортной, в спорт ощутимо жестче. Причем даже в нормал спорт, честно говоря, и не нужен. Мощности с головой. Сегодня сзади сидит Лия, и она улыбается весь тест. Это на самом деле многое говорит. В электрокарах задних пассажиров часто укачивает при резких ускорениях. Мы это видели, когда катались на прототипе BMW iX3. Но здесь Лия спокойно наслаждается поездкой, значит баланс настроен очень грамотно. Рекуперация тут тоже серьезная, до 600 кВт. При торможении машина возвращает почти всю энергию обратно, особенно на спусках. И это заметно поднимает эффективность. На сотне в салоне царит тишина. Porsche поставил двухслойное остекление плюс дополнительную ламинацию. На камеру этого может и не передать. Но Sport Plus с включенной имитацией появляется легкий оттенок ДВС. Без перебора. Не космический корабль, а более приземленно и честно. Лично мне это нравится. Не каждый электрокар обязан звучать как фантастический шаттл. Здесь на загородных дорогах, где обычно правят компактные спорткары, Cayenne Electric дарит настоящие эмоции. Да, это большой и тяжелый кроссовер, но он по-настоящему драйверский и удивительно весел в управлении. Я бы даже не сказал, что Macan EV интересней. Наоборот, этот Cayenne, возможно, еще более увлекательный. Напомню, бензиновый Cayenne всегда был одним из редких крупных кроссоверов, вместе с Audi RS-Q8 на той же платформе, которые реально могут дать кайф даже на треке.
И вот теперь электрическая версия явно унаследовала ту же ДНК. На 120 км в час в салоне тишина. В нормал полная тишина без имитации звука. Слышен только легкий шелест ветра, и то минимальный. Даже на 150 км в час для такого кроссовера атмосфера удивительно спокойная, учитывая его внушительные размеры. Перестроение на высокой скорости – никакой драмы. Кайен остается ровным, собранным и абсолютно уверенным. В нормал мощности более чем хватает. На 160-170 км в час он остается почти пугающе тихим, заметно тише, чем Кайен с ДВС, на тех же скоростях. Тормоза настроены очень тонко. Естественная смесь рекуперации и железных тормозов. В обычных ситуациях ощущаешь в основном рекуперацию. Только при экстренном торможении явно подключаются диски. И даже тогда переход остается плавным. Этот Кайен полностью готов к автобану. Он комфортный крейсер для долгих поездок и в то же время безумно быстрый. Каждая минута за рулем – сплошное удовольствие. Более того, он не просто выполняет обещания, а реально перевыполняет их. Как трассовая машина, он просто шикарен. Честно говоря, у меня ощущение, что он даже едет лучше, чем Macan Electric. И вот тут встает главный вопрос. Сколько люди вообще готовы платить за Porsche? В этом ведь вся суть бренда. Конкуренты предлагают отличные электрокары, часто с более выгодным соотношением цены и характеристик. Но по ощущениям за рулем у Cayenne почти нет конкурентов. После зарядки время для еще одного разгона на автобане. Полная мощность доступна, можно выкладываться на максимум. Аккуратно перестраиваемся в средний ряд и жмем. 90, 150, 170, 200, 220, 250 км в час. Что за... Что? Что? Серьезно, что это вообще было? Я даже не знаю. Ощущения реально такие же, как в Rimac Nevera. И этот огромный кроссовер вдруг оказывается удивительно близок к гиперкару. Просто безумие. Смотришь на проекционный дисплей и думаешь, да ладно, это правда? А Лия рядом все так же сидит с улыбкой и кайфует. Это многое говорит. Ускорение здесь абсолютно сумасшедшее. Да, если заряд батареи падает ниже 10%, такого удара уже нет. Электроника начинает беречь энергию. Но даже тогда для машины такого размера динамика остается космосом. Это же большой кроссовер, а вес в движении почти не ощущается. И главное, пассажиров не укачивает. Даже при бешеном разгоне Active Ride держит кузов идеально ровно. В других электрокарах такие перегрузки могут быстро развалить задних пассажиров, но только не здесь. Возвращаемся на автобан, и Cayenne рулится реально как компактный спорткар. Все снова благодаря Active Ride. Плюс есть кнопка Push to Pass. Нажимаешь, и 10 секунд максимальной мощности. Ну что, пробуем еще раз. Ловлю просвет. Поехали. С 50 до 100 буквально в одно мгновение. Я даже... Да что за черт? Теперь про цены. Porsche говорит, что базовый Cayenne Electric именно так и называется, Cayenne Electric. Удачный маркетинговый ход.
будет стоить примерно как нынешний Cayenne с подключаемым гибридом. В Германии это около 116 тысяч евро. Турбо, конечно, заметно дороже. От 160 до 180 тысяч евро. И вот тут есть нюанс. В мире электромобилей покупатель сразу смотрит, а сколько километров пробега я получаю за эти деньги, или за эту лизинговую ставку. И по этому параметру тот же BMW iX3 выглядит выгоднее, но Cayenne все-таки крупнее, заряжается заметно быстрее, и версия турбо выдает такую динамику, что реально перехватывает дыхание. Даже несмотря на то, что весит с батареей около 2,5 тонн. Очень жду серийную версию. Особенно интерьер, который Porsche пока прячет. А что вообще с Porsche в целом? Вот здесь. И рядом стоит 911. И еще один прототип Cayenne. И сразу видно бренд на переломе. Может, вы уже видели заголовки. В прошлом квартале выручка Porsche рухнула на 90%. Это огромный сдвиг. Когда-то именно Porsche был дойной коровой концерна Volkswagen. А теперь эту роль выполняет Шкода. Сегодня именно она самая прибыльная марка в группе. Почему так вышло? Первая – китайская проблема. Китайские бренды завалили рынок электромобилями. И местные все чаще выбирают именно их, а не импорт. Итог – меньше продаж, меньше прибыли. Второе – тарифы. Porsche делает все машины исключительно в Германии, без заводов в США. А это значит, они напрямую страдают от американских пошлин времен Трампа и в итоге теряют конкурентоспособность. Ну и третий, пожалуй, главный промах – отказ от Macan с DVS. Это была самая продаваемая модель Porsche. Оставили только электрический Macan, и продажи резко просели. Снял хит с производства, потерял выручку. Честно, я до конца не понимаю, как Porsche решился на такой шаг. Да, электрокары растут, но мы все еще в переходной фазе. Одни хотят электричку, но многие по-прежнему берут бензин. Macan EV продается, но объемы даже рядом не стоят со старым бензиновым. И вот теперь Porsche идет на разворот. Планирует вернуть Macan с DVS или выпустить преемников той же нише под Cayenne. Возможно, он уже не будет называться Macan, но платформу почти наверняка разделят со следующим Audi Q5. Как это всегда и было. Только ждать придется несколько лет. Разработка не быстрая. Но шаг, как по мне, абсолютно необходимый. И в итоге картина такая. С одной стороны линейки вот он, новый Cayenne Electric. С другой планы по возвращению бензинового Macan или его наследника. Porsche расширяет портфель сразу в обе стороны. А вы что думаете? Какой ход сейчас правильный для Porsche? Вы бы взяли электрический Cayenne или остались на бензиновом? Пишите в комментариях. И обязательно зацените другие материалы про Cayenne здесь на нашем канале.